Смерть Косиха положила конец торгоидному холокосту в системе Сол, но вместо празднования человечество тут же снова открыло огонь. Только на этот раз они стреляют не в инопланетян, а друг в друга. Конечно же, меня это не удивляет. Я бы удивился, если бы было иначе. Человечество просто не может быть человечеством, если ему некого убивать. А когда враги заканчиваются, они с удовольствием начинают убивать себе подобных. Лицемерно ли мне жаловаться на это? Возможно. Эх, если бы я жаловался. Большую часть своей жизни я зарабатывал на том, что люди убивают друг друга. Я и сам много убивал, и продолжаю это делать. Война и убийство – это настоящая валюта цивилизации. Нравится нам это или нет. Так что я не жалуюсь, скорее делаю наблюдения, которые, надеюсь, развеют иллюзию о том, каким может быть человечество. Человечество может быть разным, но оно такое, какое есть. Это может быть неприятным, не спорю, но это реальность, и мы можем либо принять ее, либо прятать голову в песок, притворяясь, что хотим только светлого и яркого в своей жизни. Когда принимаешь правду, начинаешь искать способы адаптироваться. Люди хорошо адаптируются, почти так же хорошо, как убивают. Склонность к насилию всегда будет частью человечества. В конце концов, мы произошли от хищников. Невозможно просто избавиться от этого, не утратив человеческой сущности. Но это можно перенаправить. Мои предки изучали это и разработали техники на этой основе. Они провозглашали героизм высшим принципом, а честь – путеводным светом. Честь обуздает насилие, превращая его в инструмент, а не в катастрофу. Грандиозные арены, реалистичные симуляции и благородные миссии направляли тех, кто склонен к насилию, на пользу обществу, или в худшем случае удерживали их от причинения вреда. Но современное общество утратило данные принципы. Фантазии, научная фантастика и игры считаются пустой тратой времени. Для моих предков они были как изысканная кухня. Их нужно было делать хорошо и ценить по достоинству. Они вдохновляли на великие дела и формировали судьбы, напоминали нам, что важно. А теперь это стало развлечением для глупцов. Вот что не так с человечеством сегодня? Во время войны с торгоидами мало кто заботился о заложниках, которых они брали. Большинство предпочитало уничтожать их вместе с инопланетянами. Где история о смелых героях, которые рисковали всем ради спасения людей? Они были, но затерялись под горами риторики о убийстве Ксеноса. Я не могу полностью осуждать рассказы о великих битвах, защищавших человечество от торгоидов. Они эпичны, хотя и теряют толику чести, если учитывать, что крупные конфликты с торгоидами начинались из-за людских военных амбиций. Те немногие, кто действительно сражался ради защиты своих интересов, должны чувствовать себя двояко, осознавая, что этих жертв можно было избежать. Если бы наши лидеры с большей ответственностью подошли к первому контакту. Однако, можно сказать, что когда война началась, было уже поздно. Возможно, более благородным выбором было бы закончить ее как можно быстрее. И с этой точки зрения антиксеносная кампания, вероятно, была лучшим выходом. Теперь бой ведется с остатками волны Протеи, без четкой цели, но с идеей, что война должна наконец закончиться. С этим я, пожалуй, соглашусь. Однако многие командиры, воевавшие во Второй торгоидной войне, быстро вернулись к обычному вооружению, переключившись на людей как новых врагов. Иронично, но многие из этих целей, вероятно, те, кого спасли от торгоидов, те самые независимые герои. Как нелепо, если пилот, спасший людей от титанов, позже убьет их сам.
Но нельзя отрицать, что эта история развивается весьма по-человечески.